Здесь бывали и Высоцкий, и Пугачева. Действует она с 1918 года. Сейчас скажу, насколько мне вышло. Первое – салат и компот. Дорогие мои друзья, всем привет-привет! Сегодня мы с вами посетим исторические места общепита Москвы, о которых, я уверена, знают очень немногие, особенно новые москвичи и тем более приезжие. Но места эти заслуживают, безусловно, внимания, и сегодня мы с вами их посетим. Начнем мы с вами с моего любимого места. Но чтобы вы больше прониклись атмосферой этого места, я решила рассказать вам предысторию. Я сама не коренная москвичка, приехала я сюда в неполных 19 лет. У меня отца перевели в Москву из Сибири. И, естественно, я никого из москвичей не знала. У нас была своя красноярская тусовка. И вот на одной из таких пати на хате кто-то из моих знакомых привел своего одногруппника из Бауманки. И он, узнав, что я только приехала из Красноярска, решил меня удивить. Пригласил меня на свидание в это место, в которое мы сейчас с вами идем. Рассказав мне, что это очень знаковое для Москвы место, что здесь бывали и Высоцкий, и Пугачева, и Виктор Салтыков, солист группы «Форум». Естественно, по менталитету Красноярска я намарафетилась от и до, так как, такое место он меня ведет. Я тогда еще абсолютно была ментально сибирячкой, представляла заведения такие, как и в Красноярске, а-ля Енисей-батюшка. Это ресторан в форме корабля на берегу Енисея. А тем более, если сюда ходил и Высоцкий, и Пугачева. И вот мы встретились недалеко от этого места с Жекой. Кстати, дружим с ним до сих пор. И всегда смеемся, когда вспоминаем. Это мое первое свидание в Москве. Я потом расскажу, чем это свидание закончилось. И сейчас мы уже подходим. Он меня пригласил в атмосферное место Москвы, вот в эту блинную. Находится она на улице Воронцовской, дом 8. И сейчас вы представите, какое на меня произвело впечатление это место. Я показываю вам цены здесь, сколько стоит. А спиртного у вас нет, да? У нас только пиво. Только пиво. А у вас не будет 20 рублей? Сейчас посмотрю. Здесь можно рассчитаться только наличными. И вот смотрите, какой самовар. Такое вот атмосферное местечко. При вас жарят блины. Здесь есть туалет, раздевалка. Такой маленький-маленький закуток. Такой историческая блинная. Счет мне вышел 170 блины и 50 чай. 3 блина здесь. Фаршированные блины здесь заморозка, а обычные блины здесь пекут при вас. Горячее блюдо, это я холодное показываю, вот горячее блюдо. Цены, видите, какие? Еще раз повторюсь, это блины в историческом домике. Действует эта блинная, по-моему, с 1960 года или что-то около этого. Разный контингент здесь приезжают бизнесмены с охраной и спортсмены. Недалеко здесь был такой травести-клуб, и эти посетители здесь бывали. Когда я сюда пришла, я, конечно, обомлела. Если честно, я подумала, что это какая-то насмешка над приезжей девушкой. Естественно, я выдержала покерфейс, не подала вида, но потом поняла, что он действительно хотел меня удивить историческим местом, показаться оригинальным. А когда рассказала своим сибирякам о том, в какое место он меня привел на свидание, то мы долго очень хохотали и подкалывали его. Блины пекутся здесь по старому рецепту еще 60-х годов. Блины очень вкусные, они, по-моему, дрожжевые. Так что, мои дорогие, у кого
Финансы поют романсы. Или просто кто хочет окунуться в атмосферу СССР. Приглашаю всех в эту длинную. А это школа, где учился мой ребенок. И, кстати, Алла Борисовна Пугачева. Школа Ипполитова Иванова. А сейчас мы с вами выходим на Таганку и купим пирожков постных. Я держу пост. И, кстати, кто не знает, возле старообрядческих храмов очень вкусные пирожки продают. Второе место, куда я вас сейчас веду, и где можно поесть вкусно и недорого в центре Москвы, это Кремлевская столовая. Прямо напротив метро Маяковская, если выйти на первую Тверскую Ямскую. Первая Тверская Ямская, дом 3, корпус 1. Вот она, напротив. Такая Кремлевская столовая. Действует она с 1918 года. Так, что здесь? Цены показываю вам. И я вот это вот с лисичками хочу. Но он с майонезом. Ну и что? Грех это когда друг друга ешь. Пост можно немножко себе сделать послабление. Кальмаром. Ну, нет. Вот, может, желе? Возьми мне, наверное, желе. Десерт. Блинчики тоже. Хлебушек. Суп рыбный норвежский, суп из моркови на кокосовом молоке, бульон куриный с яйцом. Можно один из рассольник. моркови? Сухарики добавить? Да. А мне норвежский. С сухариками тоже. Лосось напалм. Запеканка из кабачков. Вот что я и возьму. Цены вы видите, да? Я буду запеканку из кабачков. Не буду уже грешить. А я указывайте. Запеканку из кабачков одну. Выпечка какая интересная. Наш обед, так как я немного позавтракала в блинной, это наш ужин-обед. У кого-то завтра. А у Маши даже завтрак еще. И вышла на 1460 на двоих. Рецептура, тут говорят, что сохранена еще с основания этого кафе, чуть ли не с начала 2020 года. Сейчас будем пробовать. Я здесь была очень давно, еще, по-моему, до ремонта. Красивое место в центре Москвы. Видите, как здесь все культурно, красиво, чисто, спокойно, вкусно и недорого. А твое мнение? Ты еще не пробовала супчик? Пахнет вкусно. Морковка с кокосовым молоком. Ну и как? Вкусный? Общество чистых тарелок у нас. Все очень вкусное. Мне очень понравилась запеканка и салат. Суп хороший, но не могу сказать, что прям на отлично. А вот запеканка и салат изумительные. И дочери тоже салат очень понравился. Лепнина, видите, с символикой СССР. Так, ну что, душенька, наелась? Позавтракала. Позавтракав. Пошли, снимем еще пирожные и торты и Пойдем гулять. И пойдем прогуляемся, надо растрястись перед следующими посещениями злачных мест. Я забыла отметить, что здесь есть бар со спиртными напитками. Тут и такой чайник можно было заказать, не из пакетика взять, а видишь, листовой в заварнике. Что-то мы не дошли, быстрее есть побежали. Двойной эспрессо 160 рублей, латте 190, Кремлевский комбинат питания. Знаменитый торт Москва, наверное, да? Да. Мне не нравится. А мне нравится. Очень сладкий.
Мне нравится. Маковый бисквит. Так, а тут что? А тут рыбка. Рыбка, Паштет, да, рыба, колбасы можно с собой взять. Работает заведение до 23 часов с атмосферой старой Москвы. Извините за тавтологию. Атмосферное кафе с атмосферой старой Москвы. Хороший санузел. Чисто все. Не прошло и 2 дней после нашего посещения с вами Блинной на Таганской, на Воронцовской улице, как погода из ранней прохладной весны быстренько перескочила в лето. Ну а мы с вами продолжим наше знакомство с историческими местами общепита Москвы. Сегодня я вас веду в Дом ученых, в столовую Дома ученых точнее. Это тоже очень знаковое место. Я думаю, тем, кто здесь ни разу не был, будет интересно посетить его и недорого пообедать. Находится это на Кропоткинской, улица Причистенко, 16/2. Дом был построен по последнему слову техники на тот момент. Площадь каждого этажа составляла около 800 квадратных метров. Дом имел водопровод, канализацию, специальную систему вытяжных пылесосов, сантехнику для ванной комнаты. Привезли из Англии. Имелось специальное устройство для подогрева простыней, которые оборачивались после водных процедур. Красота, конечно. А это система вытяжных пылесосов. Как все здесь было оборудовано. Сейчас я еще чуть-чуть заблужусь, чтобы показать вам эту красоту. Этот особняк, построенный по последнему слову техники. Сама столовая сейчас расположена на месте бывшего зимнего сада со стеклянной крышей. Это буфет. Здесь можно заказать напитки, бутерброды. А приходить сюда лучше ближе к 12. Почему? Потому что в районе 3 часов тут уже ничего не остается. Вот бутерброды, расценки. Я пришла специально попозже для того, чтобы спокойно поснимать. Как красиво, да? Красиво и недорого. Можно сесть в нише. Тут ниши расположены возле окон. Так, ну а мы сейчас с вами идем посмотрим, чем нас здесь будут почивать. Это остатки сладкие. Сюда, я говорю, нужно приходить, конечно, больше к 12. К 12, наверное, да, чтобы полный ассортимент застать. К 12 часам. Это 12 час 1:30, да. Мой обед. Вход свободный с 12 до 3:30 по будням. Потом вечером начинает работать ресторан. Сейчас скажу, насколько мне вышло. Первое – салат и компот. 282 рубля в таком месте. Катя маленькая, Дашкова Екатерина Романовна, сподвижница Екатерины II.
Справочная, куда можно позвонить и узнать, когда записаться на И экскурсию. запишет ли она вас, потому что на апрельной, по-моему, уже записи нет, Ага. но, может, куда-то она вас... Мгм. А вот за 200 рублей можно свободный вход, без экскурсии. Вы просто пройдете, скажете, я купил входной билет, там наверху Ага. будут администраторы, и мы откроем гостиную, и вы посмотрите, там можете что-то сфотографировать. Спасибо большое. Спасибо. Приходите. Чем интересен еще этот дом ученых для любителей Булгакова, кто читал или смотрел фильм «Собачье сердце», то на углу этого дома сидел Шариков из «Собачьего сердца» и наблюдал за гражданами, вышедшими из центрохоза. Сюда можно прийти пообедать. На входе в само здание вы говорите, что вы идете в столовую, раздеваетесь в гардеробе и проходите. Вход бесплатный. Но столовая работает с 12 до половины 4. Честно сказать, не знаю, кто построил, кто родоначальник этого дома, но в 1792 году его приобрел Иван Петрович Архаров. Люди старшего поколения наверняка слышали поговорку, присказку «Архаровцы, я вам задам, архаровцы налетели» и так далее. Осталось это выражение именно от носителей этой фамилии, братьев Архаровых. После Архаровых владели, по-моему, князья Нарышкины, потом капитан-лейтенант флота Мусин-Пушкин. И в 1865 году этот особняк приобрела семья Коншиных. Я снимала видео об этой семье старообрядцев, миллионеров, меценатов. Можете посмотреть в этом видео. Иван Коншин подарил своей супруге Александре Ивановне Коншиной этот особняк. И она его модернизировала, обустроила по последнему слову техники. Ну и на десерт, мои хорошие, привела я вас в историческую булочную в доме с шишкой, так называемую. Находится она на площади 5 углов. Построена она была 120 лет назад меценатом-застройщиком Николаем Силуяновым. Недалеко находится от метро Курская или от Покровки, от Чистых прудов. Сейчас мы с вами зайдем сюда. Здравствуйте. Так, ну начнем, наверное, мы сначала, я вам покажу ассортимент, а потом мы уже присядем. Здесь цены не такие бюджетные, как в тех местах, которые я только показывала, но все очень вкусно. И вот я, наверное, вот это карамельное чудо себе возьму. Брали мы орешки, брала дочь десерт желейный, тоже ей очень понравился. Видите? Может, профитроли взять? Профитроль? Наверное, его возьму, что ли. Морковный. Глаза разбегаются. Воссоздана она по оригинальным мотивам того времени. Видите, шоколадные потолки. Здесь исторический камин. Лестница очень интересная, тоже оригинальная. Сейчас мы с вами пройдем несколько залов. Здесь есть пианино 1818 года. Интересный интерьер. Здесь можно провести и свидание, и встречу. Интересное место, очень уютное. Находится в историческом здании, как я и обещала. Вкусное меню есть. Это не совсем бюджетное кафе, но в хорошем месте, красивом, историческом и интересное тоже. Винная карта. Тоже немножко вас с ней познакомлю. Игристые вина. Шампанское. Водка. Я заказала кофе со сливками и профитроль пирожное.
В красивой исторической обстановке. Красивая мебель. Счет мой. Ну, на этом, наверное, все, мои хорошие. В Москве масса еще масса исторических мест, бюджетных и небюджетных. Все не охватишь одним видео. Ну, для затравочки вот я вам показала 4. Обязательно, как только я открою камеру, так какой-то звук неприятный. Всем хорошего настроения, хорошего летнего уже настроения. Не забывайте ставить лайки, это очень мотивирует на дальнейшие съемки и встречи с вами. Всем всего самого доброго. Спасибо всем за внимание.